Tim, en esta ocasión, se adentra a un pequeño castillo que se encuentra abandonado, pero en el que, según relatos locales, ocurre actividad paranormal. Entonces, junto a su cámara empezaría la investigación, con la idea de confirmar la veracidad de los testimonios, y, a tan solo minutos de haber iniciado, empezarían a ocurrir extrañas cosas. Охренеть, сейчас был. Здесь есть кто-нибудь? Получается, дверь закрылась, я не знаю. Вот. Здесь дует. Может. Фак. Ай, блин, это просто жесть какая-то. Вот эти двери. Меня просто колотит вообще. Что такое сейчас происходит прямо у меня на глазах? Здесь есть кто-нибудь? Это было жутко. Это вообще... Это просто какая-то... Слышали сейчас? Как будто бег сверху по крыше какой-то визг был. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Это просто жесть. Это просто... Это просто... Я не могу. Просто мне надо сосредоточиться. Мать вашу, жесть просто. Так, все. Блин. Идем дальше, друзья. Так. Лестницы на второй этаж нету. Там дверь нет. В тот момент
Там открылась дверь, это я увидел, но я не увидел, что было за дверьми. Присмотритесь внимательно. Там находится что-то живое, что-то шевелится. Возможно, это просто какое-то животное, но в данный момент, в данном свете, это выглядит как какой-то мутант, какое-то чудовище. Múltiples movimientos de la puerta que se abren y cierran solas pueden captarse en cámara, además de los extraños golpes y sonidos del lugar, el cual se encuentra completamente abandonado. Sin embargo, la extraña criatura apenas visible a la distancia parece asemejarse a algo fuera de lo normal. Pero a pesar de todo lo ocurrido, Morozov continúa, y algo escalofriante estaba por ocurrir. Atentos. Итак, друзья, надеюсь, в эту камеру все слышно. Что здесь происходит? Двери успокоились. Шумы со второго этажа. Сейчас буду проверять второй этаж. Лестницы нет, к сожалению, придется лезть. Так. Поэтому бревно буду забирать. По-другому никак. Это очень опасно. Я не знаю, что творится с небом здесь, над этим местом. Может, есть какое-нибудь объяснение? Пока. Звуки, скорее всего, просто ветер. Внизу реально какой-то был звук сейчас. Реально, мурашки, блядь. Так, не-не-не-не-не-не. Нафиг. Я стоял на краю вот этой балки. Да, это было опасно, но в этот момент я четко услышал слова. Позже на монтаже мне удалось их расшифровать, и мне кажется, что это фраза «до смерти». Возможно, это было какое-то предупреждение или что-то еще. Но благодаря этим словам я не стал перебираться по этой балке на другую сторону. Tim logra escuchar una voz algo siniestra, pero no sabe si realmente le estaba advirtiendo o amenazando de lo que podría pasar. Ahora intentaría regresar al primer piso y luego revisar el sótano de la propiedad. Y esto fue lo que pasó. Там какая-то бутылка лежит. Странно, потому что, смотрите, какое-то мокрое пятно вот здесь. Бутылка находится здесь. Был звук прямо отсюда. Похоже. Только как? Здесь ни ветра, ничего нету.
Здесь есть кто-нибудь? Бутылка сейчас находится просто тупо в другом месте. Она была где-то, я показывал. Она лежала здесь. Здесь где-то. Сейчас она. Здесь есть кто-нибудь? Что с этой бутылкой не так, я не понимаю. Tim finalmente da por concluida la exploración, pero con varias incógnitas sobre la actividad del lugar, y aunque quiso dar como explicación a la mayoría de sonidos, al viento, parece que hay algo más en este lugar. Además, tampoco se explica qué era esa extraña criatura que se vio con la cámara, así como los extraños y fuertes golpes parecen ser más que simplemente causados por el viento. Entonces, ¿crees que este lugar puede estar realmente embrujado? ¿La voz que escuchó Tim fue una advertencia de alguna entidad? ¿Qué minuto del video te pareció más aterrador? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Tim Morozov, en esta ocasión se adentra a explorar esta casa abandonada, una oportunidad perfecta para probar su nuevo equipo de investigación, por lo que decide iniciar una sesión para tener comunicación con la entidad del lugar, y esto fue lo que pasó. Призрак этого дома. Если ты меня слышишь, дай мне знак. Ты можешь поговорить со мной? Сигнал. Сейчас будет перевод. Говорить. Говорить. Он сказал говорить. Для начала я хочу узнать, кто ты? Прибор заикается. Друзья, контакт произошел. Приборы, в принципе, показали себя хорошо. То, что прибор заикался, я думаю, дело не в приборе, а дело в самом призраке. Tim registra lo que parece ser un intento de comunicación de alguna entidad. Sin embargo, no obtuvo más respuestas.
por lo que ahora decide explorar el resto de la casa con su nuevo equipo. Atentos. Дух этого дома, если ты меня слышишь, я не желаю тебе зла. Я хотел лишь с тобой поговорить. Ты можешь поговорить со мной? Куда он делся? Ты понимаешь мои слова? Понимаешь, что я тебе говорю? Сложные слова. Слог высокий. Сложные слова. Слог высокий. Что это значит? Означать непонятно. Призрак этого дома. Я могу тебя спросить, как ты здесь оказался? Здесь, ты, 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 ты. Постой. Я задам тебе другой вопрос. Многие спрашивали про будущее. Ты раньше был человеком? Я, боль, 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 боль. Человеком. Гайв сработал, но я не вижу призрака.
Я не вижу его сейчас. Твою мать. Я не знал, что тебе могут мои вопросы причинить боль. Я не хотел тебе сделать больно. Después de lo ocurrido, Tim decide dar por concluido la primera parte de la investigación, donde claramente se puede apreciar alguna entidad habitando la casa, aunque la naturaleza de la misma sigue siendo un misterio por ahora. Si deseas ver la continuación del resumen de esta investigación, escríbelo en los comentarios y deja tu like para saberlo. ¿Y tú, te atreverías a venir a esta casa y pasar una noche en ella? ¿Qué tipo de entidad crees que habita este lugar? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.